Опа, панельку присыпала, надо протереть. Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Сегодня выпал первый снежок. Несколько дней назад тоже срывался снег, но на грунте он не задерживался и быстро таял. Но этот тоже снег долго не пролежит, потому что по прогнозу на этой неделе будет плюс и передают постоянные дожди. Вот так штормит уже второй день. Вчера я с утра выходил на рыбалку, посидел буквально полчаса, быстро замерз, свернул удочки и ушел снова в землянку. Практически ничем не занимался. Вчера такое состояние было немного болезненное, казалось, что простудился. Но в принципе вроде обошлось. Сегодня проснулся, нормально себя чувствую. Сегодня хочу заняться дорожкой от водоема к землянке. Сделать еще здесь на горку несколько ступенек и засыпать все мелким камушком речным. Потому что когда этот снежок растает, я думаю, что это будет уже сегодня, то снова станет грязно, будет налипать на обувь глина. Все мои попытки добиться полной автономности пока не увенчались успехом. Ни окошко, которое позволяет мне не использовать днем электричество, то есть не включать свет, не поворотная мачта, на которой я могу двигать панель за солнцем, пока глобально не улучшили положение. Но в принципе в прошлый раз аккумулятор полностью разрядился за неделю. Сейчас прошло уже 10 дней полных, вот 11, и я думаю, что еще на пару-тройку дней его должно хватить. Еще я надеялся, что когда выпадет снег, то он будет отражать свет от земли, и КПД панельки возрастет еще немного. Ну, посмотрим, как сегодня поведет себя аккумулятор. Сейчас я поднимусь наверх, и по снегу можно будет посмотреть, насколько эффективно засыпана крыша. Да, видно, что снег на крыше тает практически по всей плоскости. Хотя здесь это самое высокое место в землянке. Сюда, наверное, весь теплый воздух поднимается. Но надо в любом случае будет еще подсыпать. Хотя большой проблемы с теплопотерями нет. Ну а пока земля не растаяла и не расквасилась, я займусь ступеньками и дорожкой к водоему. Чтобы зимой, во время зимней рыбалки, орел полетел. Так вот, чтобы зимой было удобно ходить на зимнюю рыбалку, не скользаться и не падать на этих склонах.
От монотонной и однообразной работы, как правило, усталость приходит быстрее, поэтому я стараюсь менять вид работы периодически. И сейчас займусь заброской пробелов на крыше землей. Немного подровняю эти ступеньки. И подбросаю земли на крышу. Оба. Может, конечно, показаться, что взялся за одну работу, бросил, не закончил, перешел к следующей. Но на самом деле так производительность получается немного больше. Когда делаешь одно и то же, напрягаются одни и те же мышцы, больше болит спина и так далее. Поэтому лучше иногда менять свою работу. Сегодня я заметил, что вот эта мачта с поворотным механизмом для панели, ее можно было, в общем-то, и не делать. Потому что солнце сейчас находится вот там в стороне чаще леса. Но поворачивая панель туда, показания падают. А развернув ее в сторону водоема, панель начинает лучше заряжать аккумулятор. Поэтому, скорее всего, в зимнем варианте придется вот так вот постоянно направлять ее в сторону реки.
Ну что ж, вот такая вот лесенка получилась. По-моему, очень даже симпатично. Главное, дешево, удобно и практично. Снег давно растаял. Сейчас уже пару часов как идет мелкий дождик. Но это мне теперь никак не мешает. Я спокойно могу ходить. И 1,5 килограмма грязи на каждый ботинок не прилипает. Здесь я пока не засыпал, потому что планирую прорыть канавку для отвода воды из рукомойника, которого еще пока нету, но в перспективе он скоро появится. Вот. А если земля замерзнет с морозами, то будет тяжело вгрызаться в мерзлую землю, поэтому сразу подготовлю этот небольшой канальчик и присыплю его камушками. Работа, конечно, не самая легкая, но в принципе даже не хотелось останавливаться, так это как-то затянуло, симпатично получается, что хочется аж вообще всю прилегающую территорию и вот эту канавку и прямо землю эту поприсыпать, вот эти все ступеньки. Думаю, ну, вообще бомба смотрелась бы. Как вы считаете? Напишите в комментах, стоит ли подсыпать здесь все кругом такими камушками. Так, ну а я сейчас займусь заготовкой дров и приготовлением ужина, потому что сегодня еще практически не ел, с утра попил чаю, да и все, с сухариками. Вот настал вечер, на улице уже темно, и пришло время приготовить что-нибудь поесть. Уже 2 дня, как у меня закончился хлеб, и я, можно сказать, сижу на сухарях. Сначала я думал испечь хлеб, но потом решил, почему бы не приготовить что-нибудь такое, что можно есть и без хлеба. Ну и, конечно же, в первую очередь, без хлеба можно есть чебуреки, причем даже с большим удовольствием. Мука у меня есть, а вместо мяса я использую тушенку. Правда, возникла одна небольшая проблемка. У меня случайно не оказалось с собой скалки для раскатывания теста. А подходящей бутылки или банки так и не нашлось. Банки из-под консервации с какими-то кантиками и рубчиками, ими было бы не совсем удобно раскатывать. Поэтому я уже думал отрезать кусок черенка от лопаты. Но жалко, потому что еще впереди земельные работы, лопата пригодится. Поэтому я расколол топориком поленца и начал вырезать вот такую скалочку. С одной стороны я уже немного ее закруглил. Но это все происходило ножичком. Ну, немного надо было заморачиваться. Но в принципе это вполне реально. Правда, чебуреки можно было бы тогда кушать лишь завтра. И случайно на глаза мне попалась вот эта вот фольга для приготовления пищи в фольге. Ух ты, стреляет как печка. Вот. Она еще не распечатанная, поэтому ей, думаю, можно будет вполне раскатать тесто. Поэтому скалку я доделаю позже. А сегодня использую вот этот вот моточек с фольгой. Ну что, приступим к приготовлению. Начинаю с теста. Добавляю в муку немного подсоленной воды и немного подсолнечного масла. Пропорцию воды я уже не помню, так как давно уже готовил чебуреки. Ну и поэтому понемногу добавляю, пока не будет нужная консистенция. Ну вот, как-то так. Ну вот тесто готово, дадим ему немного настояться и займемся фаршем. С фаршем все просто. Я взял говяжью тушенку, выложил в миску. Сейчас порежу крупную луковицу и добавлю в фарш. Лука побольше добавляю, но это не в целях экономии, просто чем больше лука, тем сочнее получится чебуреки.
Кроме лука я добавлю сухую зелень и немного перца. А чтобы чебуреки были еще сочнее, то можно добавить немного воды, чтобы фарш был жидкий. Ну, вот тесто и фарш готовы. Я хорошенько протер стол и начну раскатывать тесто для чебуреков. Ну вот так получилось раскатать. Довольно тоненькое тесто получилось. Теперь выкладываю фарш. Не жалею, потому что что-то его у меня многовато получилось. Ну и уже можно ставить сковороду на плиту. Ну вот первый готов. Немного великоватый получился, может не совсем поместиться на мою сковородку. Следующий сделаю чуть меньше. А вот такой размерчик будет в самый раз. Ну вот, руки вспомнили. Получился поаккуратней. Ну что, на костер их. Ну что, первый готов. Второй на подходе. Сейчас буду пробовать, потому что неимоверно голодный. Целый день ничего не ел, потому что пытаюсь весь световой день уделять работе какой-то. Но уже вечером, когда потемнеет, тогда готовлю пищу. Ну и занимаюсь какими-то делами своими. Ну что, дегустирую. Вкуснятина неимоверная. Ничуть не хуже, чем с обычным мясом.
Ну что, остальные буду доготавливать без вас, потому что электричества катастрофически не хватает. Сейчас приходится на всем экономить. Не знаю, когда в следующий раз выйду в эфир, потому что, скорее всего, придется как минимум 2 дня не использовать электричество вообще, так чтобы аккумулятор хотя бы немного восстановился. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, кому нравится. Всего доброго, до встречи.